Всем привет! Очень рада видеть вас у себя на канале. Если данное видео вам понравилось, то не забывайте подписываться на мой канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить мои новые ролики. А я решила опять заняться своим залом. Хочу все в нем переставить и по-новому организовать хранение детских игрушек. Бывают дни, когда кроме готовки я ничего делать не успеваю. Главное обеспечить пропитанием семью, чтобы было что покушать на завтрак, обед и ужин. И вот это такой день у меня как раз выдался, что кроме готовки я ничего не успела. И вечером уже, уложив девочек спать, очень мне захотелось немножко переставить в зале мебель. И поэтому все, что мы сделали в этот день перед сном, это просто переставили, ничего не мыли, а разместили мебель, как хотелось бы мне. Муж был в этот день дома, поэтому я его немножко поэксплуатировала перед сном. И на старом месте, вот где диван стоял до вот этой перестановки, он у нас так недолго постоял. Не очень было удобно смотреть телевизор, получается, вообще в бок нужно сильно поворачивать голову, поэтому мы его вернули на прежнее место. Стеллаж, который сейчас я буду ставить к стенке, имеет 3 дверцы, но они мне сейчас не очень нужны, поэтому я их переверну к стене. И в результате получится просто открытый стеллаж на 6 полочек, таких 6 ящичков. Конечно, у меня немножко перекрыл и розетку, и выключатель, но ничего, сейчас я эту проблему решу, и рука у нас будет входить между стеллажом и стеной. Здесь я показываю мужу, что мне немножко мешает вот эта когтеточка кошкина. Но раз видео мое, поэтому я уже сама справилась с шуруповертом, не стала просить мужа, хотя он предлагал свою помощь. Стеллажи решила я вернуть на прежнее место и закрыть ими все-таки проход на балкон, так как Карина там постоянно сидит, а мне это не нравится, потому что мне ее не видно с кухни, и она может оттуда упасть прямо на ножку стула. Вот такой фронт работы я себе оставила на завтра, это целая куча игрушек, книжек. Все нужно будет мне разобрать, и вообще будет нужно навести порядок, пропылесосить, помыть пол. Показываю вам стеллаж, как раз тут до выключателя у нас можно просунуть руку. И вот так все оставила я и пошла спать. И на следующий день, раньше чем послеобеденное время, мне уборку, конечно же, начать не удалось. Но это уже у меня как обычно, потому что с утра с девочками мы гуляем, потом обедаем, и потом уже можно как-то приступать к домашним делам. Для начала я все-таки решила пропылесосить и помыть полы за диваном. Муж мне его отодвинул снова, и я начинаю там прибираться. Можно было бы, конечно, оставить и не двигать больше их сегодня, но раз вчера мы двигали, и я видела, что там есть пыль, то решила сразу же все вымыть, пропылесосить, чтобы потом опять длительное время долго не отодвигать мебель. Хотя бы недели 2-3, чтобы она стояла, и я убиралась только так поверхностно. Такая перестановка все равно ассоциируется с генеральной уборкой, поэтому лучше все, конечно же, помыть, прежде чем ставить мебель. Как-то вчера я легла спать, мне было неспокойно, что мы просто так передвинули, не помыли, но времени было уже поздно и было как-то не до этого. Вытираю пыль на стеллаже, он у нас стоял горизонтально, сейчас я его поставила вертикально. Причиной перестановки послужил вот этот домик. В него не очень играть было удобно, когда он стоял на высоком стеллаже. Например, на 2-й этаж домика и на балкон уже не добраться было. Нужно было подставлять табуретку старшей дочке. Поэтому я немножко подумала, как же можно это опустить пониже. Но и на пол без всего тоже не поставишь, будет очень низко. Поэтому я придумала просто-напросто поставить его на коробке, и хочу их обклеить красиво самоклеющейся бумагой. И в эти коробки можно будет еще сложить игрушки, которые сейчас у девочек не очень востребованы. Под домиком тоже все пропылесосила и протирала влажной тряпочкой. Теперь приступаю к коробкам. Они небольшого размера, низенькие.
И купила специально самоклеющуюся бумагу, буду обклеивать их в тех местах, которые будут видно. То есть с торца коробки. Всю не буду обклеивать, а вот только которые будут видно, если они будут стоять под домиком. В эту коробку я определю мебель для маленьких кукол, для киндеров. Немножко поднадоела она Эвелине, поэтому ненадолго уберем. Но если ей захочется, то она возьмет даже из-под домика ее. Что-то из этой коробки я выкинула, например, оболочки из-под кукол Лол. Со второй и третьей коробкой я поступлю аналогично и размещу в ней уже мебель для кукол Барби. Очень она объемная, что заняла у меня даже 2 коробки. После того, как я все это сделала и со стороны посмотрела на свой результат, то мне показалось, что эти коробки напоминают как деревянные такие скамеечки, на которых стоит домик. Даже незаметно, что это обычные коробки, обклеенные самоклейкой. А здесь я тоже выкинула лошадь, так как у нее одна нога сломана. Очень, конечно, долго я решалась на такую глобальную уборку, она для меня действительно была глобальной, и мне для этого нужно было подготовиться, чтобы был дома муж, потому что я потратила целый день и не отвлекалась ни на готовку, ни на что. Ужин готовил в этот день у меня муж. Я лишь делала перерывы на кормление Карины годовалой и на укладывание ее спать. Игрушки люблю поскладывать я сама, даже когда девочки идут спать, то мне проще потом самой прибрать игрушки, разложить все как нужно, потому что когда их сложит либо муж, либо девочки, то потом мы ничего не можем найти, причем они спрашивают меня, а я, естественно, не знаю, раз я это не складывала. Поэтому проще мне самой сложить, и я буду знать, что где находится. В 2 верхних квадратиках у меня будут лежать настольные игры, пазлы и книжки, которые обучают оригами, лепке из пластилина, рисованию. Следующие 2 квадратика здесь художественная литература и развивающие тесты, тоже книжечки какие-то с заданиями. Дети и муж, конечно, книжки складывают не так, а просто по принципу, где свободно, они туда и ставят. А я же люблю, когда они вот по каким-то тематикам разделены, но так они лежат, к сожалению, недолго, и вот периодически приходится разбирать. В данном стеллаже у меня будут храниться все книги, которые у нас есть в квартире. В кровати у старшей дочки у меня отложены книжки, которые совсем для взрослых детей. Им еще до них долго, но там их немного, может штучек 7. Следующий ящичек я решила разобрать. Здесь у нее раскраски находятся, наклейки, просто бумажки порисовать. Все тоже разбираю по тематикам. Бумагу я не выкидываю, которая уже исписана, а оставляю их для дачи, чтобы растопить печку. И какие-то красивые картинки, которые есть на обложках, тоже я не выбрасываю, выстригаю их и убираю для всевозможных аппликаций, поделок. Все это я храню, так как девочек 2, в садик или в школу, мне кажется, в любом случае что-нибудь понадобится. Так как место у меня есть такое для хранения, то пускай они у меня немножко полежат. Очень много лежало пустых листиков, где раньше были наклейки. Все это ненужное, нужно перебрать. Пришел второй помощник у меня. И пока маме это не нужно было, это не надо было никому. Только стоило мне взять, всем сразу вдруг понадобилось то же самое. Все ящички для стеллажей я постаралась пропылесосить, возможно, какие-то пропустила, потому что они все одинакового цвета, и я уже запуталась в них. Но какие точно знаю, что не пылесосила, пропылесосила. Все книжки я расфасовала и сейчас заполняю стеллаж.
В нижние два ящичка я определила все для рисования: чистые бумажки, раскраски, кисточки, краски, и справа поставила книжки для Карины, которые можно рвать, и их будет не жалко. Перешла к разбору посудки, постаралась немножко ее расфасовать, но в принципе, сколько бы я ее не фасовала, она все равно у девочек потом превращается в одно единое месиво, поэтому тут особо я не делала фасовки, просто отделила столовые приборы вот в эту зеленую крышечку из-под кухни, и на этом мое разбирание посудки закончилось. Отделила только здесь футляры от кукол Лол, не нужны они нам, и яйца от больших киндеров, тоже мне они не нужны. Возможно, если бы я навела порядок и играла бы в это только одна Эвелина 5-летняя, то он бы еще сохранялся. А так как в эти игрушки играет годовалый ребенок, и естественно она не так играет, как положено играть в посудку, а просто все вываливает, поэтому смысла наводить идеального порядка я не вижу. Главная задача просто проредить игрушки и убрать все ломаное. В следующий ящичек я складываю больших кукол, пупсиков и всякие к ним аксессуары в виде качели, переноски, тарелочки, горшки. Следующий ящичек, здесь у меня будут лежать игрушки, которыми играет Карина, это резиновые и какие-то вот непонятные игрушки в виде кассы, телефоны, в общем все то, что можно брать Карише. Здесь проверяю на целостность, чтобы не было ломаных, и на безопасность, чтобы не попало ничего, что здесь не должно находиться. Следующие два ящичка я объединю в один, и здесь будет и лежать одежда для больших кукол, для пупсиков. Все хорошо сложу, посмотрю, что нужно, не нужно, возможно, что-то выброшу. Здесь у них еще смешалась и одежда для Барби, поэтому я ее отделю и уберу в другое место. Как видите, одежды у нас много, свою я не успеваю перебирать, но вот у кукол перебрать нужно. Здесь я еще отделила обувь и шапочки, убрала их в отдельный пакет, а все остальное сложила просто аккуратно вместе. С игрушками я закончила, пока отставлю эти короба вдоль стеночки, потому что буду еще двигать стеллажи, чтобы они мне не мешали моей уборке. Снимаю старую тюль, буду ставить ее стираться, предварительно снимаю крючочки. Буду весить вообще другую, это немножко поднадоело. Недавно я ее, правда, меняла, но все равно свяжу, поставлю стираться быстрой стиркой. Буду вешать сегодня чистую тюль, поэтому хочу немножко протереть подоконник, вымыть окно. Не сильно, конечно, усердствуя, но все-таки немножко его освежить. Убираю все с окна, все цветы. В идеале бы хотелось, чтобы окно не было заставлено, чтобы была видна красота тюли, но, к сожалению, это пока никак, так как даже на видео видно, что Карина лезет в проводку, которая здесь находится. Она необходима для телевизора, для интернета, поэтому лучше, чем прикрыть ее стеллажами, я возможности не нашла. И пусть это меня не очень устраивает, что перекрыта часть окна, но зато безопасно в данный момент. Тем временем я уже мою окно, нанесла на него средство для стекол, затем протерла влажной тряпочкой и уже прохожусь насухо. Тряпочек у меня много, и для протирания насухо я использую различные остатки от одежды. В данном случае у меня просто трикотажная тряпочка. Возвращаю все цветы на место. Поливать цветы сегодня я не буду, так как это меня отвлечет от моей основной задачи. Выделю для этого потом специально время, полью, протру горшочки. Дальше я буду пылесосить за стеллажами, под стеллажами, чтобы поставить их
на место. Поменяю насадочку и буду пылесосить вот эту решетку, за которой спрятана батарея. Здесь я уже осталась одна с Кариной, муж ушел отводить на кружок старшую дочку, и вроде бы все должно быть побыстрее, но все равно все у меня медленно, потому что Кариша меня отвлекает постоянно, я теряю суть того, чего делала. И все равно, когда убираешься, то краем глаза стараешься смотреть, что же она там делает, чтобы не залезла туда, куда нельзя, не взяла, что нельзя. Я бы вообще лучше убиралась ночью после 10 вечера, когда девочки спят, полностью бы сосредоточилась на уборке, на мыслях об уборке, все бы последовательно делала, но, к сожалению, шуметь уже так поздно нельзя. Сейчас буду отодвигать второй стеллаж, хочу помыть под компьютерным столом, вытереть пыль на компьютере. Карина заняла свой наблюдательный пункт любимый, смотрит, как я мою полы, и обычно, когда я на кухне что-то стараюсь помыть или приготовить, то она тоже здесь сидит, но мне ее, к сожалению, с кухни не видно из-за вот этой скамейки кухонной, поэтому я решила все-таки переставить, чтобы она не лазала. Любит она еще повключать компьютер, а то и залезть туда, где крутится вот этот вентилятор компьютерный. Поэтому лучше это все предотвратить заранее. Все, перекрыла проход одним стеллажом, и вторым я сейчас закрою вот эти провода. Вытираю пыль и буду ставить все ящички на место. На этой стороне в стеллажах я буду хранить только игрушки, такие как куклы, конструктор, сумочки, одежда для кукол. А на противоположной стороне получилось хранение только книг. Вытираю пыль на компьютерном столе, тоже использую средства для стекол и просто вытираю тряпочкой. Муж уже привел старшую дочку с кружка и сейчас еще посидит и с младшей, поэтому уборка у меня пойдет гораздо быстрее. Вдеваю крючочки в новую тюль, предыдущую я постирала в режиме быстрая стирка, она высохнет и я ее уберу. Как они только мне будут надоедать, я буду менять их местами. А последнее, что я себе оставила, это пропылесосить ковер полностью, так как пока я тут все двигала, он мне был загнут. И прохожусь заодно и по полу, потому что не все везде помыла, уже торопилась. Вот такое расхламление у меня получилось. Коробка из Fix Price, лошадь со сломанной ногой и вот эти яйца, контейнеры от кукол Лол, какие-то пакетики подарочные, всякие бумажки ненужные. Показываю вам свой результат. Такая уборка у меня получилась. Растянулась она у меня на весь день. Выбрала для себя я одно большое дело и полностью с ним справилась. Если видео вам понравилось, не забывайте подписываться на канал, писать комментарии, ставить лайки. Я же буду с вами прощаться. До новых встреч. Пока-пока.